Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю сегодня вместе со мной приготовить очень быстрый суп, который готовится буквально за полчаса. В первую очередь мы готовим поджарочку. Нарезаем лучок. Тут у меня уже нагревается 3 столовые ложки растительного масла. Отправляю сюда лучок. Обжариваем. Пока лук обжаривается, натрем морковочку. У меня такая средненькая морковочка. Хотите, нарежьте, хотите, натрите. Лук поджарился, отправляю к луку морковочку. И тоже обжариваем. Хочу поджарочки добавить болгарский перчик. Любите — кладите, не любите — не кладите. Мы любим. У меня зелененький болгарский перчик сегодня. Я сейчас его меленько нарежу небольшими кубиками и отправлю к поджарочке. Отправляем болгарский перец к луку и моркови, тоже обжариваем. Пока все это обжаривается, очищу пару картофелин. Зажарка поджарилась, заливаю воду. Тут у меня 3 литра водички. Посмотрим, сколько уйдет. Все 3 литра воды уходит. Картошечку нарезаю небольшими кубиками. Отправляю в кастрюлечку. Картошку мы заложили. Как закипит, минут 15 пусть поварится. Накрываем крышкой. Пока будет закипать, я поджарю немножечко вермишели. Хотите — кладите, хотите — не кладите. Дело в том, что у нас в семье, я уже говорила, любят супы густые, поэтому я грамм 100 положу вермишели обжаренной. Картошечка практически готова. Сейчас я проверю. Да, картошка готова. Самое время заложить сыр. Сыр расплавится быстренько. Сыр практически растаял. Пробую на соль. Пол столовой ложки соли отправляю в супчик. Отправляю наш пожаренный вермишель. Буквально несколько минут суп будет наш готов. Пока вермишель варится, нарезала пучок укропа и порубила пару зубчиков чесночка. У меня есть баночка консервированного горошка. Тоже отправляю в супчик. Есть — кладу, нету — не кладу, обходимся без горошка. У меня сегодня есть. Хотите, можете отправить в супчик фасоль консервированную. Не хотите — ничего не отправляйте. Отправляю в супчик где-то чайную ложечку черного перчика. Вермишель практически готова. Отправляю 3 лаврушечки небольшие и пучок укропа, 2 зубчика чеснока. Минутка, 2, и супчик будет готовый. Для моих сегодня супчик получился жидковатый. Надо было вермишельки чуть-чуть больше положить. Все, супчик готов. Закрываю крышку, выключаю газ. Через 5 минут можно подавать. Вот такой прекрасный супчик у нас с вами получился. Ложечка сметаны, и будет это объедение. Посмотрите, посмотрите. Суп очень наваристый получается, несмотря на то, что здесь мяса нету. Получается очень вкусный, очень простой, очень доступный и в то же время сытный. Этот суп я приготовила поэтому буквально минут за 30. Если вам надо еще быстрее, вы можете приготовить его минут за 20. Если картошечку отдельно будете в кастрюлечку варить, и пока картошечка варится, вы можете приготовить поджарочку. Пожалуйста, за 20 минут супчик будет готов. Это супчик палочка-вручалочка в нашей семье. 80-е годы, когда у меня дети были маленькие, мы молодые, вечно в работе, времени вечно не хватает. Этот суп очень выручал. Буквально за полчаса покушать есть на столе. Рекомендую приготовить, попробуйте. Не любите горох — не кладите горох. Не хотите вермишель класть — не кладите. Можно побольше картошечки положить. Просто в нашей семье вареную картошку в супах не очень любят. Жареную кушать с удовольствием, а в супах не очень. Поэтому я 100 грамм поджарила вермишельки, положила. Если вы супчик кушаете, готовите на один раз, знаете, что весь суп у вас уйдет, вермишельку можно не поджаривать. Вермишельку поджариваю для того, чтобы на следующий день вермишель не раскисла в супе. Она будет такая же упругая, такая же вкусная, не раскисшая.
Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Кушайте с удовольствием и будьте здоровы. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.